«Мам, а ты куда собираешься? Ты куда-то уезжаешь? Что случилось?» «Ничего, дочка, все хорошо. Домой вот поеду, к сыну. Поди не выгонит, пустит в дом-то». «Как? Ты от нас уезжаешь? Мы тебя чем-то обидели?» «Да что ты, Наташенька, что ты? Ничем не обидели. Просто чую, что загостилась. Пора и честь знать». «Так, ничего не пойму. Поставь-ка сумку. Пойдем, чайку с тобой попьем. Поговорим, пока девочек дома нет. Заодно и расскажешь, что случилось. Пойдем, пойдем». Наташа ловко орудовала на кухне. Пока грелся чайник, она нарезала колбасу и сыр на бутерброды, поставила вазочку с конфетами, налила заварку в стаканы. «Ну, рассказывай, какая муха тебя укусила, что ты решила от нас уехать?» «Да какая муха, Наташа? Ты думаешь, я не понимаю, что когда ты выйдешь замуж, я вам тут буду только мешать? Твой Егор ясно сказал, что после свадьбы нужно будет переезжать в его дом. А я там разве нужна? Как он отнесется к тому, что чужая бабка, мать бывшего мужа, поселится в его жилище? Ладно бы хоть твоя родная мать была, и то негоже старикам с молодыми жить. А я кто? Свекровка. Знаешь, мам, я хотела сказать тебе спасибо. Да я много раз тебя благодарила и буду благодарить всю оставшуюся жизнь. Если бы не ты, не жила бы я сейчас так, как живу. А может, и совсем бы меня уже не было. Только благодаря тебе у меня сейчас все хорошо. Ты для меня за эти годы стала самой настоящей мамой. Спасибо тебе, моя родная, за то, что не бросила, за то, что поддержала в трудную минуту. Я тебя очень сильно люблю и никогда в жизни не брошу, хоть выйду замуж, хоть нет. Ты же от сына отреклась ради меня и внучек. Так почему я тебя бросить-то должна? Егор знает, как я к тебе отношусь, и он совсем не против того, чтобы мы жили все вместе. Пожилая уже женщина сидела за столом и вместе со сладким чаем глотала соленые слезы. Она никак не могла поверить, что ее никто не гонит из дома, к которому она успела привыкнуть. А уж в то, что ее сноха после того, как выйдет второй раз замуж, заберет ее, свою свекровь, с собой в дом нового мужа, ей верилось еще меньше. «Ну ты что, мам, никому я тебя в обиду не дам. Ты же моя, родная, любимая. Ну куда мы без тебя?» А перед глазами картинки из прошлого. «Вот что я тебе скажу, дочка. Уходи от него. Беги, пока не поздно. А то получится, как у меня. Всю жизнь терпела побои до издевательства. Хорошо, хоть помер мой муж рано. Сережа, он же копия своего отца. Все повадки перенял. Характер один в один. Ничего хорошего тебя с ним не ждет. Так и будешь синяки носить, да в гипсе ходить. Ты еще молодая. Зачем тебе с ним мучиться? Собирай детей, уходи. Не порти свою жизнь. Его не изменить. А я помогу, чем смогу. «Мам, да как же я уйду от него? Он же мне нигде жизни не даст, везде достанет. Да и где я жить буду? Вы же знаете, что мне пойти не к кому. Дом родительский я продала, когда Сережа бизнес открывал. Решать тебе, Наташенька, но выход есть всегда. Ты о себе не думаешь, так о детях подумай. Они-то что хорошего видят? Тем более, у тебя капитал материнский есть. В городе, конечно, не купить жилье, а вот в пригороде можно подыскать. Ты подумай хорошо, а я тебе помогу, чем смогу. На сына я уже повлиять не могу, сама видишь. Он и меня не особо жалует, тоже достается. А все-таки вдвоем легче проблему решить. У меня и накопления кое-какие есть.
добавлю. Сын Ольги, Сергей, был очень жестоким человеком. Куда смотрела Наташа, когда выходила за него замуж, совсем непонятно. Ведь уже в то время он поднимал на нее руку. Мама Наташи хоть и пыталась отговорить дочь от этого брака, но безуспешно. Молодость, любовь и святая уверенность в том, что он изменится, сделали свое дело. И Наташа вышла замуж. Самое интересное, что уже в день свадьбы он так избил ее, что сломал ей нос. Но наутро так извинялся, так искренне просил прощения, что Наташа растаяла и простила. Дальше больше. Скандалы по любому поводу. А чуть что не так, сразу в ход шли кулаки. Со временем Наташа стала испытывать такой страх перед мужем, что просто боялась разговаривать в его присутствии. Даже когда видимых причин для скандалов не было, Сергей все равно находил к чему придраться. То юбка коротка, то декольте велико, то брюки в обтяжку, а то и вовсе смеется, как лошадь, смеет его позорить. Или наоборот, сидит, как истукан, не улыбнется. Сильно горячий суп, холодное пюре, не в том стакане чай, не те конфеты. Все это было поводом для очередной порции тумаков. С рождением первой дочки ситуация только усугубилась. Плачет ребенок, мешает. Не накрасилась, не следишь за собой, не приготовила ужин, плохо убралась в доме. Или наоборот, для кого это ты накрасилась, нарядилась, пока меня нет? Наташа привыкла к постоянным синякам, к тому, что муж запросто может оттаскать ее за волосы, к тому, что может ударить по лицу, пнуть. Да много чего было. Даже челюсть ломал, а про нос и говорить нечего. Он настолько весь искривлен, что без оперативного вмешательства уже не обойтись. Пока жива была мама, Наташа периодически спасалась бегством, но Сергей непременно становился душкой и лапочкой и всеми правдами и неправдами возвращал жену домой, где через некоторое время все повторялось. Мать зятя стыдила, он краснел, бледнел и клялся, что это было в последний раз. Когда мать женщины умерла, спасаться стало негде, ведь родительский дом Сергей решил продать и открыть бизнес. И бизнес прогорел, и Наташа без дома осталась. Еще и свой дом Сергей потерял. Пришлось продать, чтобы выплатить долги. После продажи дома молодые переехали в квартиру свекрови. Женщина и так знала, что в семье сына не все гладко. Постоянно выговаривала сыну, что так нельзя. Но когда увидела, как Сергей бьет Наташу, просто ужаснулась и тут же вмешалась. Поначалу Сергей прислушивался к матери и Наташу почти не бил, но немного погодя, все повторилось с удвоенной силой. Ольга попробовала вмешаться еще раз, да тоже получила порцию люлей. С тех пор так и повелось. Сергей чешет кулаки об Наташу, вмешивается свекровь, достается и ей. Потом Сергей с виноватым видом ходит вокруг матери, вымаливает прощение. И так по кругу. Почему ни жена, ни мать Сергея не обратились в соответствующие органы, очень просто. Наташа просто-напросто боялась, да и пойти ей было некуда. Тем более Сергей пообещал забрать у нее дочь в случае, если она соберется уходить. А мать? Да стыдно куда-то обращаться, кому-то постороннему признаваться, что родной сын, родная кровинка чешет об тебя кулаки. Да и жалко его, непутевого. Так и терпели две женщины, молчали, плакали друг другу в жилетку. Вторая беременность стала настоящим ударом для Наташи. Как взрослая женщина не заметила, не почувствовала свое положение. Все было как обычно, никакого токсикоза,
Никакого недомогания. Даже регулярные дни приходили каждый месяц. А может, жизнь в постоянном стрессе притупила все другие чувства и ощущения. Но когда Наташа узнала, что беременна, ребенок уже шевелился, и ни о каком прерывании не могло быть и речи. Так появилась вторая дочь. Старшей дочери было 5 лет, младшей 3 года, когда Сергей в очередной раз устроил разборки с женой, да так, что она не могла подняться с кровати 3 дня. Однозначно сломаны ребра, но в больницу лишний раз женщина боялась обращаться. Хирург, пожилой уже мужчина, однажды сказал ей, что скоро сам за руку поведет ее в отделение, и все вот эти отговорки, типа сама упала, ударилась, пусть им там и расскажет. Именно в тот момент, когда она корчилась на кровати, не в силах подняться, Наташа и вспомнила тот разговор со свекровью, где она уговаривала Наташу уйти. Получилось не все так гладко, как хотелось бы. Наташа решилась и ушла от мужа. Уехала в пригород, сняла квартиру, подала на развод. Сколько еще нервов она потратила, сколько страха натерпелась. Только ей одно известно. Сергей приезжал, скандалил, бил окна. Наташа вызывала полицию, Сергея забирали. Наташу даже хотели поставить на учет как неблагополучную, но благодаря свекрови все обошлось. После развода Наташа занялась поиском дома. Конечно, средств материнского капитала не хватало, и женщина совсем отчаялась. На помощь ей пришла свекровь. Она добавила некоторую сумму, и Наташе удалось купить дом. Конечно, не особняк, но вполне пригодный для жизни. Свекровь часто приезжала, сидела с детьми, а однажды не выдержала и расплакалась. Рассказала, что сил нет жить с сыном, постоянные скандалы выматывают, а еще он часто поднимает на нее руку. Наташа, недолго думая, сказала свекрови, чтобы та перевозила вещи. Ведь часть денег-то ее, значит, и жить она тут может на законных основаниях. Не сразу, но Ольга согласилась. Так 2 женщины, свекровь с невесткой, стали жить вместе. Жизнь наладилась. Наташа из запуганной, забитой женщины превратилась в женщину молодую и цветущую. Вышла на работу. Поначалу она пугалась мужского внимания. Ей было страшно начинать новые отношения. А вдруг все повторится? Но и тут на помощь пришла свекровь. Понемногу Наташа оттаяла. Когда она встретила Егора, она уже была полностью уверена в себе и знала, что больше никому и никогда не даст себя в обиду. А Егор и не собирался ее обижать. Имея мелкий бизнес, грузоперевозки, Егор уже 4 года был вдовцом. Сын студент, к отцу приезжает редко. Но когда он познакомился с Наташей, то одобрил выбор отца, мол, хорошая женщина. Егор сначала думал, что Ольга мать Наташи, а когда узнал, что это свекровь, даже не сразу поверил. Но не бывает у невестки и свекрови таких отношений. Когда он позвал Наташу замуж, она не сразу согласилась. Тем более после того, как Егор предложил всем переехать в его дом, ведь он больше по площади. «Я без мамы никуда не поеду. Она у меня одна осталась, больше никого из близких. Я не могу ее бросить, понимаешь?» А Егор и не против. С мамой так с мамой. У него самого мамы давно нет, а Ольга ему нравилась. Хорошая, спокойная женщина, да и дети к ней привыкли. Через год после свадьбы Наташа родила еще одну дочь, и Ольга с удовольствием помогает молодым с внучкой. Конечно, с внучкой. А как же иначе, если Наташа дочь? И Наташа, и Егор не представляют свою жизнь без бабушки Оли.
И тут дело даже не в том, что она с детьми помогает, да по дому хозяйничает. Просто настолько она своя, родная, что никому они ее не отдадут. Самим такая бабушка нужна. Кстати, никто на нее и не претендует. Сыну мать не очень-то и нужна. После того, как в обмен на свое и Наташино спокойствие Ольга оформила дом на сына, он совсем пропал. Иногда звонит, узнать, жива ли, да денег попросить. Но не виделись они уже лет 5, не меньше. Да и Ольга не сильно хочет этих встреч. Хоть и сын родной, а где-то что-то оборвалось, перегорело. Не сын это, когда совести хватает на мать руку поднимать. Да и не только на мать, на женщину в целом. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.